всех приветствовать на моем канале. Меня зовут Светлана. На календаре 15 сентября 2023 года. В первой части видео я представлю вашему вниманию прогресс за 2 недели моего следующего вышивального процесса, который взял свое начало 22 августа. Напомню, это картина Happy Family, счастливая семья. Ее еще называют «Нить жизни» известного итальянского художника Джованни Баттиста Терилья. Затем, друзья, нас ждут личные творческие достижения, так как сегодня мы проведем в нашем клубе значительный промежуток времени. Нашим главным гостем и проводником в Средневековье будет сам Перкин Уорбек, выдававший себя за сына Эдуарда IV, короля Англии, и претендовал на престол при Генрихе VII. Был принят королями Франции и Шотландии. Его жизнь – один из самых удивительных примеров перевоплощения в мировой истории. Друзья, так как встречаться нам будут еще и Ричарды, и Эдуарды, то попытаюсь коротко познакомить вас с ними, чтобы легче было разобраться, кто есть кто. Но все это будет непосредственно перед началом второй части видео, чтобы не забылось. Ну, конечно, если кто-то из вас хорошо разбирается в ветвях Плантагенета, в династиях Ланкастеров и Йорков, то может меня либо поправить, либо дополнить, либо вообще пропустить это дополнение. А сейчас вышивка. На начало отчетного периода дело было так. Друзья, всем привет! Сегодня 2 сентября 2023 года. Вот, принимаюсь за вышивку. Какие планы? А планы у меня к следующему отчету вышить вот эту часть. Ишь ты! Чего ж так много-то? Да, планы у меня грандиозные, можно так сказать. Ну, если получилось у меня столько же вышить, вот я планирую вышить еще столько же. Посмотрим, как у меня получится. А вот так работа выглядит спустя 2 недели. Перед нами, друзья, 25,7% готовой картины. В крестиках это составляет 26 714. За отчетный период мне удалось вышить 16 500 крестиков. И со 104 тысяч нам осталось вышить всего 77 290 крестиков. Да, всего лишь. Как видите, друзья, и в этот раз мне удалось реализовать задуманное, и даже более того. Посмотрим, как будет дальше. Как видите, друзья, результат озарился появившимися на канве лицами новых героев картины. Это бабуля Эстер с внучкой Эмилией. Эмилию вышивала за пределами выделенной области, у самого рулона канвы. Было жутко неудобно, но справилась. Вот так хотелось. Не стала, друзья, разматывать, перестанавливать раму по этому случаю, так как, да, это действие для меня по-прежнему и имеет особые сложности. Рама значительно меньше самой картины, поэтому приходится выкручиваться, подкладушки делать на некоторых свернутых участках канвы. Одним словом, с каждой перемоткой оттачиваю мастерство сноровки. Да, пригодится. Раму большего размера не могу себе позволить в силу ограниченного пространства, в котором я занимаюсь вышивкой. Станок использую диванно-кроватный. Да, вышиваю в положении полусидя. Под спину обязательно идет подушечка, ноги строго горизонтально. Вот только так, друзья, в таком положении и могу вышивать. Да, так о чем я? Эмилия, да, за рамками. Вначале у меня бабуля вышла за рамки. Как видите, не смогла остановиться на половине лица. А затем, чтобы ей не было одиноко, появилась внучка. У Эстер, обратите внимание, даже очки угадываются. А еще мне очень нравится ее чепчик с волнующей оборочкой.
Он, конечно, ослепительно белоснежный, но при этом, друзья, ни одного чисто белого цвета задействовано в работе не было. Да, вот такие чудеса многоцветки. Хоть и малыша, но многоцветки. Очень интересно, друзья, и волнительно было вышивать. Лица в основном состоят из единичек. Да и сама работа, так как малыш, я все переживала, как дизайнер справился с разработкой. Но, к счастью, на данном этапе мне все нравится, все устраивает меня. И лица, и ширма, и вещи на ширме. Эти участки, кстати, ширма вышивались легко, плавными сплоченными группками крестиков одного какого-то символа. А вот стена выше ширмы россыпью всевозможных крестиков. Вот, допустим, как на начатом выделенном новом участке. Обратите внимание, при вышивке, кстати, встречается и шахматка. Но в итоге вышитые таким образом крестики, естественно, перетекают друг в друга и не соперничают. То есть шахматка в итоге не бросается в глаза, как я сказала, на уже готовой картине. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Не будем долго задерживаться, потому что видео, друзья, будет и так долгим. Но нам это только на руку. Повышиваем, повяжем. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. А сейчас обещанное знакомство. Итак, если коротко и своими словами, династия Плантагенетов имеет ветвь Ланкастеров и ветвь Йорков. Между ними велась война за английский трон, война алой и белой розы. После смерти короля Эдуарда IV, а он являлся представителем белой розы и йоркской линии Плантагенетов. Кстати, друзья, небольшое отступление. Что интересно, Плантагенеты – королевская династия французского происхождения. Да. Так вот, после смерти короля Эдуарда IV остались два несовершеннолетних сына – Эдуард V и младший брат Ричард, которым и представлялся впоследствии Перкин Уорбек. Опекуном этих мальчиков был назначен их дядя Ричард Глостерский, младший брат короля Эдуарда IV, который, устранив конкурентов в борьбе за власть, объявил себя королем Англии под именем Ричарда III. Он утверждал, что Эдуард IV, его брат, незаконно занимал трон. По этой же причине и его сыновья не могли претендовать на престол. Мальчики Эдуард V и Ричард были заключены в Тауэр, где через некоторое время были убиты. Затем в сражении близ Босфорта Ричард III был смертельно ранен. С его смертью прекратилась мужская линия династии Плантагенетов. На английский трон взошел основатель династии Тюдоров, граф Ричмонд под именем Генриха VII, происходившего по линии матери от ветви уже алой розы Ланкастеров, ответвления Плантагенетов. С тем, что к власти пришла династия Тюдоров, не могла смириться Маргарита Бургундская, другая сестра Эдуарда IV. Она распространяла слухи о том, что второй сын Эдуарда IV, вот этот младший мальчик Ричард, герцог Йоркский, не был задушен в Тауэре. После убийства его старшего брата Эдуарда V палачи раскаялись и тайно выпустили младшего на свободу. И тут, друзья, на сцене появляется самозванец Перкин Уорбек. Как он появился, что пережил, чем все закончилось, мы сейчас и узнаем, не отрываясь при этом от любимого занятия. Интересно, друзья, кто сколько выше за время заседания нашего клуба? Пишите результаты в комментариях и не забывайте ставить лайки, друзья, поддерживайте канал. Итак, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в Средневековье.
Перкин Уорбек, самозванец, выдавал себя за сына Эдуарда IV, короля Англии, и претендовал на престол при Генрихе VII. Был принят королями Франции и Шотландии. Его жизнь – один из самых удивительных примеров перевоплощения в мировой истории. Казнен по указанию Генриха VII. После смерти короля Эдуарда IV остались два несовершеннолетних сына – Эдуард и Ричард. Назначенный протектором Ричард Глостерский, устранив конкурентов в борьбе за власть, объявил себя королем Англии под именем Ричарда III. Он утверждал, что Эдуард IV незаконно занимал трон, поскольку на самом деле он не являлся сыном герцога Йоркского. По этой же причине и его сыновья не могли претендовать на престол. Его сыновья Эдуард V и Ричард были заключены в Тауэр, где через некоторое время были убиты. В 1485 году умерла жена Ричарда III. Короля подозревали в том, что он отравил ее, чтобы жениться на сестре Эдуарда IV Елизавете. Все больше англичан симпатизировало лидеру оппозиции Генриху, графу Ричмонду. В 1485 году, получив помощь от Франции, он повел наступление. В сражении Ричард III был смертельно ранен. С его смертью прекратилась мужская линия династии Плантагенетов. Основатель династии Тюдоров граф Ричмонд взошел на английский трон под именем Генриха VII. Вскоре он женился на Елизавете. Едва получив корону, Генрих должен был вступить в борьбу за нее. Маргарита Бургундская, другая сестра Эдуарда IV, не могла смириться с тем, что к власти пришла династия Тюдоров. Она не оставляла в покое Генриха VII, распространяя слухи о том, что второй сын Эдуарда IV, Ричард, герцог Йоркский, не был задушен в Тауэре. После убийства его старшего брата палачи раскаялись и тайно выпустили младшего на свободу. Эти слухи Маргарита распускала и за границей. Тем временем ее тайные агенты подыскивали красивого и стройного юношу, которого можно было выдать за Ричарда, герцога Йоркского. Наконец, поиски увенчались успехом. Перкин Уорбек, обладавший благородной внешностью и изящными манерами, был примерно того же возраста, что и Ричард. С раннего детства Уорбек много странствовал, поэтому было очень трудно установить, где он родился и кто его настоящие родители. И еще одно немаловажное обстоятельство. Король Эдуард IV считался его крестным отцом. Сей юноша, как говорят, родился в городе Турне и прозывался Питер Уорбек. Он сын крещенного еврея, чьим восприемником у купели был сам король Эдуард. Правда, король был крестным отцом еврея, а не Перкина. Но был ли Уорбек воспитанником, служащим, подмастерьем, слугой или приемным сыном упомянутого еврея, он в том или ином качестве входил в состав семьи. Уорбек хорошо знал короля Эдуарда IV и вполне вероятно наблюдал некоторые сцены придворной жизни, что могло пригодиться при исполнении роли самозванца. Ему было около 10 лет, когда умер Эдуард. Итак, у Джона Осбека и его жены Екатерины де Фаро был сын Питер. Он рос хрупким и изнеженным, поэтому все стали называть мальчика уменьшительным Перкин. Фамилию Уорбек ему дали наугад, но именно под ней Питер прославился. Еще ребенком он с родителями вернулся в Турне. Чуть позже его отдали на воспитание в дом родственника в Антверпене, и мальчик немало времени проводил в дороге между Антверпеном и Турне. Перкин подолгу жил среди англичан и в совершенстве овладел английским языком. А агент Маргариты Бургундской разыскал его в Антверпене.
Обнаружив в нем возвышенный дух и подкупающие манеры, сестра Эдуарда IV подумала, что наконец-то отыскала прекрасную глыбу мрамора, из которого изваяет образ герцога Йоркского. Маргарита окружила его существование глубокой тайной. Она обучала Перкина изящным манерам, наставляя, как соблюсти величие, но не утратить печати смирения, наложенной перенесенными невзгодами. Затем рассказала подробно о Ричарде, герцоге Йоркском, которого ему предстояло играть. Описала нрав, манеры и внешность короля и королевы, его мнимых родителей, его брата и сестер и многих других людей, составляющих в детстве его ближайшее окружение, а также те события, которые произошли до смерти короля Эдуарда и могли запечатлеться в памяти ребенка. Она рассказала, что случилось после смерти короля. Что касается заточения в Тауэре, обстоятельства гибели брата и его собственного побега, то она знала, что в этом его способны уличить немногие, и потому ограничилась тем, что сочинила для него правдоподобную историю, от которой он не должен был отклоняться. Заговорщики также обсудили, что он будет говорить о своих скитаниях на чужбине. Маргарита научила его обходить всевозможные коварные вопросы, которые ему будут задавать. Впрочем, Перкин обладал такой находчивостью, что она во многом положилась на его ум и находчивость. Наконец, Маргарита Бургундская распалила его воображение несколькими пожалованиями в настоящем и посулами большего в будущем, живописуя главным образом славу и богатство, какие принесет ему корона, если все пройдет гладко. И пообещала надежное прибежище при своем дворе, если их замысел провалится. Маргарита решила, что мнимый сын Эдуарда IV должен объявиться в Ирландии в то время, когда король Генрих VII вступит в войну с Францией. И если из Фландрии он сразу направится в Ирландию, то могут подумать, что это произошло не без ее участия. Кроме того, в 1490 году английские и французские короли еще вели переговоры о мире. Поэтому Перкин под чужим именем выехал в Португалию в компании леди Брентон, англичанки, и со своим сопровождающим. Там Перкин должен был затаиться, пока не получит от покровительницы дальнейшие указания. Сама же Маргарита готовила почву для его приема и признания не только в Ирландском королевстве, но и при французском дворе. Перкин Уорберг провел в Португалии около года. Когда король Англии созвал парламент и объявил войну Франции, он отправился в Ирландию. Уорбек прибыл в город Корк, где его сразу окружила толпа ирландцев. Увидев его богатое платье, местные жители стали говорить, что это герцог Кларенс, который побывал в тех местах прежде. Потом, будто он незаконнорожденный сын Ричарда III. И, наконец, будто он Ричард, герцог Йоркский, второй сын Эдуарда IV. По словам Перкина, он якобы хотел поклясться на Святом Евангелии, что он и не первый, и не второй, и не третий, но его не слушали. На самом деле, сразу по прибытии в Ирландию он выдал себя за герцога Йоркского и начал вербовать сторонников и последователей. Он разослал письма графам Десмонду и Килдеру, в которых призывал их прийти к нему на помощь и примкнуть к его партии. Появление Перкина в Ирландии и прием, оказанный ему там, могли послужить достаточной причиной для того, чтобы шотландский король Яков не стремился заключить на длительный срок мир с Генрихом VII. Маргарита привлекла на свою сторону доверенного слугу короля Генриха Стефана Фрайона, который был у него секретарем. Человека деятельного, но
вечно чем-то недовольного. Фрайон перебежал от него к королю Франции Карлу и поступил к нему на службу. Карл, поняв замысел Перкина и будучи сам не прочь использовать любую возможность уязвить правителя Англии, немедленно отправил Фрайона и некого Лукаса к Перкину, дабы те уведомили его, что французский король хорошо к нему расположен и желает помочь ему отстоять свое право перед королем Генрихом, узурпатором английского престола и врагом Франции, и приглашал его приехать в Париж. Перкин приободрился. Сообщив своим друзьям в Ирландии, что услышал зов судьбы, он отправился во Францию. В Париже самозванец был с великолепными почестями принят королем, который приветствовал и величал его герцогом Йоркским. Карл поселил Уорбека в великолепных покоях и приставил к его особе почетную охрану. Придворные примкнули к королевской игре, хотя и плохо преуспели в лицедействе, ибо видели, что на это есть государственные причины. В ту же пору у Перкина побывали многие знатные англичане: сэр Джордж Невилл, сэр Джон Тейлор и около сотни других. А Стефан Фрайон стал главным советником и участником всех предприятий Уорбека. Но со стороны французского короля все это было лишь уловкой для того, чтобы склонить короля Генриха к миру. Впрочем, дорожа своей честью, король Франции не пожелал выдать самозванца королю Генриху, о чем его настоятельно просили, а предупредил Уорбека об опасности и отослал от двора. Перкин и сам хотел уехать, опасаясь, как бы его не похитили тайно. Он поспешил во Фландрию к герцогине Бургундской и там предстал изгнанником, который после многих превратностей судьбы направил свой челн в те края в надежде обрести безопасную гавань. При этом он вел себя так, словно приехал во Фландрию впервые, а Маргарита притворилась, будто видит перед собой чужака и незнакомца, заявив при этом, что сначала ей необходимо расспросить юношу и удостовериться, действительно перед ней герцог Йоркский. Выслушав его ответы, она сделала вид, что изумлена, обрадована, но в то же время боится поверить в его чудесное избавление. Наконец, приветствовала его как восставшего из мертвых, воскликнув, что Бог недаром столь дивным образом уберег его от гибели, уготовив ему великое и счастливое будущее. Что касается его изгнания из Франции, то оно превратилось в свидетельство его величия, ведь мир между Францией и Англией стал возможен только после того, как Карл отрекся от Перкина, а следовательно, несчастного принца просто принесли в жертву честолюбию двух могущественных монархов. Да и сам Перкин излучал столько любезности и королевского величия, он так убедительно отвечал на любые вопросы, так ублажал всех, кто к нему являлся, так изящно скорбел и колол презрением всякого, кто вызывал ему неверие, что все решили, что он и есть герцог Ричард. Более того, от долгой привычки выдавать себя за другого, от частого повторения лжи, он и сам почти сжился со своей ролью и уверовал в собственный обман. Поэтому герцогиня, как бы отрешившись от последних сомнений, оказывала ему почести, подобающие государю, всегда называла его именем своего племянника и даже присвоила ему возвышенный титул Белой розы Англии и назначила ему почетную охрану из 30 человек алибардщиков, облаченных в ливреи багряных и голубых цветов. Не менее почтительны в общении с ним были и все ее придворные, будь то фламандцы или иноземцы. Весть о том, что герцог Йоркский жив, быстро разлетелась по Англии. Говорили, что Ричарда сначала приютили в Ирландии, а потом приютили и предали во Франции, и что ныне
Он признан и живет в большой чести во Фландрии. Генриха VII начали обвинять в том, что он обирает народ и унижает знать. Припомнили ему и потерю Британии, и мир с Францией. Но больше всего его укоряли за то, что до сих пор не признана первичность прав королевы Елизаветы на престол. Теперь, говорили в народе, когда Бог явил свету мужского отпрыска дома Йорков, ему не сдобровать. Эти слухи распространились столь широко, что вскоре лорд-камергер королевского двора сэр Уильям Стэнли, лорд Фицуотер, сэр Саймон Маунтфорд и сэр Томас Твейтс вошли в тайный сговор в пользу герцога Ричарда. Однако никто из них не выступил открыто, кроме сэра Роберта Клиффорда и Уильяма Барли. Особенно порадовал леди Маргариту приезд сэра Роберта Клиффорда, прославленного и родовитого дворянина. Переговорив с ним, она привела его к Перкину, с которым он потом часто и подолгу беседовал. Наконец, то ли поддавшись убеждениям герцогини, то ли поверив Перкину, он написал в Англию, что знает Ричарда герцога Йоркского как самого себя, и что сей молодой человек, несомненно, тот, за кого себя выдает. Таким образом, все в этой стране готовилось к смуте и мятежу. А между заговорщиками во Фландрии и в Англии установились тесные сношения. Генрих VII должен был разоблачить самозванца и заговорщиков. Для этого ему нужно было найти свидетельство того, что герцог Йоркский действительно убит, или доказать, что Перкин самозванец. Подтвердить убийство герцога Йоркского могли только 4 человека: сэр Джеймс Тиррелл, человек, нанятый королем Ричардом, Джон Дайтон и Майлз Форрест, слуги последнего, 2 палачей или мучителей, а также священник Тауэра, похоронивший убитых. Из этих 4 Майлз Форрест и священник были мертвы, а в живых оставались сэр Джеймс Тиррелл и Джон Дайтон. Этих 2 король приказал заключить в Тауэр и допросить о гибели невиновных принцев. Они показали, что король Ричард III направил указ об умерщвлении принцев коменданту Тауэра Брэкенбери, но тот отказался повиноваться. Тогда король обратился к сэру Джеймсу Тирреллу, чтобы тот принял у коменданта ключи от Тауэра для исполнения особого королевского поручения. Сэр Джеймс Тиррелл тотчас поспешил в Тауэр, сопровождаемый слугами. Оставшись у подножия лестницы, он послал этих негодяев наверх исполнить волю короля. Они задушили принцев во сне. Тела принцев зарыли под лестницей и сверху завалили камнями. Когда королю Ричарду доложили, что его воля исполнена, он поблагодарил сэра Джеймса, однако не одобрил место погребения, ибо счел его слишком низким для сыновей короля. Поэтому на следующую ночь по новому указанию короля священник Тауэра выкопал тела и захоронил их в другом месте, которое по причине смерти священника, вскоре затем последовавшей, осталось неизвестным. Генрих VII не использовал эти показания ни в одном из своих заявлений против Перкина, поскольку дело после допросов оставалось по-прежнему запутанным. Тогда король попытался выяснить происхождение самозванца. Он отправил в несколько стран, в том числе и во Фландрию, своих агентов. Некоторые из них выдали себя за перебежчиков и, явившись к Перкину, примкнули к его окружению. Другие под разными предлогами стали выспрашивать и выискивать все обстоятельства и подробности, касавшиеся родителей Перкина, а также его происхождения, характера и странствий, короче, всего, что могло бы составить его биографию. Генрих VII щедро оплачивал услуги своих агентов, обязав их постоянно сообщать ему обо всем, что они узнают. Самым сметливым было приказано втереться в доверие к лидерам фландской партии и узнать,
кто их сообщники и поверенные как в Англии, так и за границей, насколько каждый из них вовлечен в заговор, кого они еще намерены склонить на свою сторону, а также, если удастся, подноготную всех тайн Перкина и заговорщиков. Благодаря шпионам король был хорошо осведомлен о каждом участнике заговора. К тому же ему удалось завоевать расположение сэра Роберта Клиффорда. Генрих VII распространил по всему королевству сведения, разоблачившие авантюриста Перкина, а также его ложь о своем происхождении и скитаниях. Сделано это было с помощью придворных сплетен, которые гораздо эффективнее, чем прокламации. Тогда же он решил, что настало время отправить посольство к великому герцогу Филиппу во Фландрию, дабы убедить его отступиться от Перкина и отослать его от двора. После недолгого совещания совет дал послам следующий ответ. Великий герцог из любви к королю Генриху никоим образом не станет помогать мнимому герцогу. Он во всем сохранит дружбу с королем. Что же касается вдовствующей герцогини, то она самовластна в землях, отошедших к ней в приданное, и он не может заставить ее поступиться своим имением. Генриха VII такой ответ отнюдь не удовлетворил, ибо он-то хорошо знал, что приданное не заключает в себе суверенных прав, таких как право набора войска. Кроме того, послы сказали ему, что, по их наблюдениям, самозванец имеет в совете Филиппа сильных сторонников. И хотя великий герцог пытается представить дело так, будто он лишь не препятствует герцогине укрывать Перкина, в действительности он сам оказывает ему помощь и содействие. Зная, что Перкин больше полагается на друзей и сообщников в Англии, чем на иностранное оружие, король решил, что ему следует сурово наказать нескольких главных заговорщиков в королевстве и тем самым развеять надежды фландрской партии. Король призвал к себе избранных советников и Клиффорда. Последний, бросившись к его ногам, взмолился о прощении, которое король ему тут же и даровал. Впрочем, в действительности ему втайне обещали жизнь еще раньше. Затем Клиффорд рассказал все, что ему известно, и в частности донес на сэра Уильяма Стэнли, лорда камергера королевского двора. Тайтлер в своей истории Шотландии по поводу показаний сэра Клиффорда, получившего прощение Генриха 22 декабря 1494 года, пишет: «Это разоблачение стало роковым ударом для яркистов. Их замысел, по-видимому, состоял в том, чтобы провозгласить Перкина королем в Англии, пока его многочисленные сторонники готовились восстать в Ирландии. В то же время шотландский монарх должен был во главе войска нарушить границы и вынудить Генриха разделить свои силы. Однако предводители приграничных кланов, которым не терпелось начать войну, вторглись в Англию слишком рано. К несчастью для Уорбека случилось то, что пока буйная вольница, включавшая Армстронгов, Эльвальдов, Кроссеров, Виггем, Никсонов и Генрисонов, спускалась в Нортамберль в надежде поднять там восстание в пользу самозванного герцога Йорка, предательство Клиффорда раскрыло все детали заговора, а поимка и казнь главарей повергла народ в такой ужас, что дело Перкина в тот момент представлялось безнадежным. Эти казни, в особенности казнь лорда камергера, главной опоры заговорщиков, которого к тому же выдал сэр Роберт Клиффорд, а они ему очень доверяли, ошеломили Перкина и его сообщников. Уорбек по-прежнему рассчитывал на привязанность простого люда к дому Йорков. Простонародью не нужно столько обещаний, как знатным особам, думал он,
и чтобы завоевать его привязанность, достаточно воздвигнуть в поле штандарт. Местом своей будущей вылазки он избрал берег Кента. К тому времени король приобрел славу человека хитрого и дальновидного, причем любое событие, имевшее удачный исход, приписывали и ставили в заслугу его предусмотрительности. Впоследствии говорили, что король, получив тайную весть о намерении Перкина высадиться в Корке, решил заманить его и нарочно уехал подальше на север, чтобы, открыв самозванцу фланг, заставить его подойти вплотную и напасть на него. Войско Перкина состояло в основном из разорившихся гуляк, воров или грабителей. С ним он вышел в море и в начале июля 1495 года стал близ Кентского берега между Сэндвичем и Дилом. Там он бросил якорь. Поняв, что за Перкиным не стоят знатные англичане и что его воины – чужеземцы, способные скорее обчистить окрестности, чем отвоевать королевство, жители Кента обратились к первым дворянам графства и, поклявшись в верности королю, пожелали, чтобы ими располагали и распоряжались так, как лучше для блага короля. Посовещавшись, дворяне направили часть сил на берег, чтобы знаками выманить солдат Перкина на сушу, как бы для того, чтобы с ними соединиться. А остальным велели появляться в разных местах берега и создавать видимость поспешного отступления, чтобы побудить их к высадке. Однако Перкин уже знал, что народ, послушный власти, сначала совещается, а потом выступает в походном порядке, тогда как повстанцы сбегаются к главарю беспорядочной толпой. К тому же авантюрист заметил, что они хорошо вооружены. Перкин решил не высаживаться с корабля, пока не убедится, что все надежно. Поняв, что больше им никого не выманить, англичане набросились на тех, кто уже высадился, и порубили их. В этой стычке, помимо убитых во время бегства, было схвачено около 150 пленников. Король, которого известили о высадке мятежников, хотел было прервать свое путешествие, но, получив сообщение о разгроме мятежников, продолжил путь, отправив с поздравлениями в Кент сэра Ричарда Гилдфорда. Генрих VII для устрашения приказал всех пленников повесить. Их пригнали в Лондон, связанных веревками, как упряжку лошадей в повозке, и казнили, кого в Лондоне и Вейпинге, кого на побережье Кента, Сессекса и Норфолка, расставив их там вместо вех и маяков. Перкин же снова отплыл в Ирландию. И здесь он перевел дух, после чего решил искать помощи у Якова, молодого и доблестного короля Шотландии, жившего в ладу со знатью и народом, и противника короля Генриха. В то же время к английскому королю испытывали неприязнь Максимилиан и король Франции Карл, которые так обеспокоились судьбой Уорбека, что оба тайными письмами и грамотами рекомендовали его королю Шотландии. Перкин приехал в Шотландию с большой свитой и был с почестями встречен королем. Он прибыл в Стерлинг 20 ноября 1495 года. Перкина торжественно ввели к королю. Тот оказал ему теплый прием, восседая в тронной зале в окружении вельмож. Уорбек приблизился к королю и слегка поклонился, затем отступил на несколько шагов назад и громким голосом произнес речь. В ответ король Яков обещал ему, что кем бы гость ни был, он никогда не раскается, что отдал себя в его руки. С того самого времени шотландец, то ли очарованный любезным и пленительным обхождением Перкина, то ли поверив рекомендациям великих чужеземных государей, то ли желая воспользоваться поводом к войне с королем Генрихом, стал вести себя с ним, как с Ричардом, герцогом Йоркским. И чтобы развеять последние сомнения в том, что он принимает его за великого государя, а не за самозванца, король дал согласие, чтобы герцог взял в жены леди Екатерину Гордон,
дочь графа Хантли и близкую родственницу самого короля, молодую девственницу редкой красоты и добродетели. Вскоре король шотландцев, сопровождаемый Перкином, с большим войском, состоявший в основном из жителей приграничных районов, вступил в Нортумберленд. Однако призыв Перкина сплотиться вокруг него не получил отклика у народа. Тогда король Шотландии обратил свое предприятие в набег и огнем и мечом опустошил и разрушил графство Нортумберленд. Узнав, что против него посланы войска, он с большой добычей вернулся в Шотландию. Говорят, что когда Перкин увидел, что шотландцы принялись опустошать деревни, он, пылая негодованием, явился королю и потребовал, чтобы война не велась варварским образом, ибо ему не нужна корона, добытая ценой крови и разорения страны. Между тем короли Шотландии и Англии начали вести переговоры о мире. Однако вскоре они зашли в тупик. Главным препятствием было требование Генриха VII выдать ему Перкина как лицо, неохраняемое международным правом. Яков наотрез отказался это делать, говоря, что он плохой судья правам Перкина, но он принял его как просителя, защитил как беглеца, искавшего убежище, дал ему в жены свою близкую родственницу, помогал ему оружием в уверенности, что он государь, и теперь по чести не может выдать его врагам, ибо это означало бы перечеркнуть и признать ложью все, что он перед тем говорил и делал. Однако король Шотландии, не меняя своей официальной позиции в отношении Перкина, после частых бесед с англичанами и других свидетельств заподозрил, что Перкин – самозванец. Яков призвал его к себе и, перечислив все благодеяния и милости, которые он ему оказывал, посоветовал Перкину подумать о своей судьбе и выбрать более подходящее место изгнания, добавив, что он не хотел этого говорить, но англичане разоблачили его перед шотландским народом. И он уже 2 раза опрашивал всех своих приближенных, но никто из них не принял его сторону. Тем не менее, он исполнит свое обещание и предоставит ему корабли. Перкин отвечал королю, что, по-видимому, его время еще не пришло, но как бы ни сложилась его судьба, он будет думать и говорить о короле по чести. Уорбек не поехал во Фландрию, ибо опасался, что с тех пор, как год назад великий герцог заключил с Генрихом VII договор, эта страна превратилась для него в западню. Вместе с женой и преданными сторонниками авантюрист переправился в Ирландию. Недавние народные волнения в Корнуэлле, казалось, не имели никакого отношения к Перкину, хотя его прокламация, обещавшая упразднить поборы и платежи, затронула верную струну, и корнуэльцы поминали его добром. К моменту приезда Перкина корнуэльские мятежники, взятые в плен и получившие прощение, а многие выкупленные у захвативших их солдат по 2 шиллинга 12 пенсов каждый, вернулись в свое графство. Королевское милосердие придавало им скорее смелости, чем благоразумие. Они начали подбивать и подзадоривать друг друга возобновить смуту. Перкин стал совещаться с 3 главными советниками: Херном, бежавшим от долгов торговцам шелком и бархатом, портным Скелтоном и песцом Эстли. Они сказали ему, что если бы ему посчастливилось оказаться в Корнуэлле в то время, когда народ поднял восстание, то его уже короновали бы в Вестминстере, ибо все эти короли продадут бедных принцев за пару башмаков, а ему следует полностью опереться на народ, и потому надо побыстрее плыть в Корнуэлл. Перкин переправился туда на 4 маленьких барках с 80 воинами. В Бодбине к нему присоединилось до 3000 грубых мужланов. Самозванец выпустил прокламацию, в которой ублажал народ щедрыми обещаниями и разжигал его выпадами против короля и правительства.
Перкин начал величать себя Ричардом IV, королем Англии. Советники надоумили его овладеть каким-нибудь хорошо укрепленным городом, чтобы, во-первых, дать своим людям изведать сладость богатой добычи и надеждами на такую же добычу привлечь новых рекрутов, а во-вторых, иметь надежное убежище, куда можно было бы отступить в случае неудачи на поле боя. 17 сентября повстанцы осадили Экстер, самый сильный и богатый город в тех краях. Подойдя к Экстеру, они стали кричать и горланить, рассчитывая напугать жителей. Затем пообещали, что если они первыми признают короля, то он превратит Экстер в Новый Лондон. Однако горожане на провокации не поддавались. 21 сентября Перкин снял осаду и двинулся в Тонтон, не отрывая одного глаза от короны, но другим уже начиная косить в сторону святого убежища, хотя корнуэльцы клялись и божились оставаться с ним до последней капли крови. Уходя от Эксетера, он имел от 6 до 7 тысяч человек, многие из которых, привлеченные молвой о столь крупном предприятии и в расчете на добычу, явились, когда он уже стоял перед Эксетером, но после снятия осады некоторые улизнули. Подступив к Тонтону, Перкин, изображая бесстрашие, весь день делал вид, что готовится к бою. Но около полуночи в сопровождении 3 десятков всадников бежал в Бьюли, что в Нью-Форесте, бросив корнуэльцев на произвол судьбы. Впрочем, тем самым он освободил их от клятвы и выказал обычную для него сентиментальность, удалившись, чтобы не видеть, как прольется кровь его подданных. Узнав о бегстве Перкина, Генрих VII выслал 500 всадников, чтобы перехватить его, прежде чем он достигнет моря или того малого островка, который называли Святилищем. Но к последнему отряд подоспел слишком поздно, поэтому им осталось лишь окружить убежище и выставить охрану, ожидая дальнейших распоряжений короля. Генрих VII отправил делегацию для переговоров с Перкином, который с радостью согласился на такое условие, поскольку был в плену и лишен всяких надежд. Перкина доставили ко двору, но не представили королю, хотя тот с недаемым любопытством порой наблюдал за ним из окна. Перкин пользовался свободой, но находился под постоянным наблюдением. Однако вскоре Перкин начал затевать новую авантюру. Накануне Троицы, в субботу 9 июня 1498 года, обманув стражу, он сбежал и направился к морскому берегу, но, спасаясь от погони, вынужден был повернуть обратно. Он проник в Вифлеемский дом, называемый Шайнским приорством, которое имело привилегию святилища, и сдался приору этого монастыря. Приор слыл святым и был в те дни окружен всеобщим почитанием. Он явился королю и стал просить его сохранить Перкину жизнь, во всем остальном предоставляя его судьбу усмотрению короля. Многие из окружения Генриха VII убеждали его схватить и повесить Перкина. Однако король, которому высокомерие не позволяло ненавидеть тех, кого он презирал, решил схватить проходимца и забить его в колодки. Итак, пообещав приору сохранить самозванцу жизнь, он велел его выдать. 15 июня Перкина заковали в кандалы и забили в колодки на эшафоте, воздвигнутом во дворе Вестминстерского дворца, и продержали так весь день. На следующий день то же самое повторилось на перекрестке в Чипсайде, и в обоих местах он вслух читал свою исповедь. Из Чипсайда его перевели и заточили в Тауэр. Недолго пробыв в Тауэре, Перкин начал задабривать своих стражей, 4 слуг коменданта Тауэра сэра Джона Дигби. Он пообещал золотые горы, чтобы совратить этих людей и добиться побега. Но, хорошо зная, что его собственная судьба столь презренна, что он не может питать иллюзий, Перкин устроил заговор,
чтобы привязать к себе Эдуарда Плантагенета, графа Уорика, тогдашнего узника Тауэра, который готов был ухватиться за малейший шанс выбраться на свободу. Если слуги не польстятся на него самого, думал Перкин, то польстятся на этого молодого принца. Обменявшись через слуг записками, он заручился согласием графа на побег. Условились, что эти четверо ночью тайком убьют своего хозяина, коменданта Тауэра, завладеют деньгами и имуществом, которые окажутся под рукой, достанут ключи от Тауэра и выпустят Перкина и графа на свободу. Но заговор был раскрыт. Перкин лишь послужил приманкой, дабы завлечь в ловушку графа Уорика. Как бы там ни было, после неудавшегося побега Перкина, согрешившего против помилования, в 3-й раз подвергли суду. 16 ноября 1499 года он был обвинен в Вестминстере судьями, получившими поручение слушать и решать. И на основании многих измен, совершенных и осуществленных им после высадки на сушу в пределах королевства, приговорен к смерти, а через несколько дней казнен в Тайберне, где он снова вслух читал свою исповедь и перед смертью подтвердил ее истинность. Суд под председательством графа Оксфорда предъявил обвинение несчастному графу Уорику, которому вменялось в вину не то, что он пытался бежать, ибо попытка не осуществилась, да и побег по закону нельзя было приравнять к измене, поскольку граф содержался в тюрьме не за измену, но то, что он вместе с Перкином замышлял поднять смуту и уничтожить короля. Тот признал обвинение справедливым и был вскоре обезглавлен на Тауэр-Хилл. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.